Гуру Махарадж, как мы можем всегда чувствовать общение с Гурудевом? Когда Гуру сидит физически, это так легко. Но когда он физически не присутствует, мы через некоторое время становимся несчастными. Если у вас есть глубокая любовь к Гурудеву, Гурудев всегда присутствует здесь, всегда Он учит вас. Это нам надо понять. Это нужно чувствовать. Он всегда учит меня. Если у меня есть любовь к моему гуру, может быть, физически не присутствует, но всегда он дает мне наставление, всегда он направляет меня. Единственное, надо иметь глубокие отношения, любовные отношения с Гурудевом. Если у нас есть привязанность к садху, то по милости садху снова этот садху даст нам физическое общение. Садху всегда смотрит на нас. Даже если он ушел в духовный обитель, он, оставаясь там, смотрит на нас. Что мы делаем, что мы не делаем. Он наблюдает. Если у нас много почтения, любви к садху, садху будет направлять нас, оставаясь в духовной обители. Как черепаха. Черепаха оставляет яйца на берегу и уходит в воду. И когда черепашки вылупляются, они смотрят на черепаху в ее глаза, и своим взглядом черепаха привлекает черепашек в воду. Если какая-то черепашка не смотрит в глаза матери, идет куда-то в другом направлении, то ее съедят вороны, ястребы, и она умрет. Точно так же нам нужно иметь глубокие мысли, глубокую любовь к Гуру. Гуру всегда смотрит на нас, и как-то он возвращает назад домой к Богу.